Привет, это «Держитесь там». И меня зовут Андрей Стапинос. И начать сегодняшнюю передачу я бы хотел с напутствия. Точнее, зарядить наших зрителей, как когда-то заряжали воду у телевизоров Кашпировский и Чумак. Это кто, мы ничего не сделаем? Это кто, мы ничего не сделаем, что ли, русский народ, а? Это мы, у нас ничего не получится, что ли? О чем вы говорите? Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние. О чем вы говорите? Это как это у нас ничего не получится? Правильно, долой уныние. И давайте начинать. Эта программа пройдет под лозунгом Боже, яке кончене. «И это мы о новостях оттуда». Погнали. РИА Новости, один из основных пропагандистских ресурсов современной России, в очередной раз поразил умением создавать новость на пустом месте. Вот, например, Путин проведет международный телефонный разговор. Серьезно? Это ж надо какая новость? Куда звонить-то будет? Тарифы на международку недешевые. Да и разговаривать с ним не хотят. Разве что пока еще можно позвонить в соседнее государство усатому другу. А вообще это очень занятно, когда месяц назад он размахивал своими ракетами и угрожал ядерной войной, а теперь вот международный звонок – это главная новость. И что ему скажут в трубку? Осталось 7 дней. Еще одна новость. В крымских отелях массово отменяют бронирование. И приписка. Похоже, что-то случилось. Да ладно. Да война случилась. А мы все знаем и помним, что Крым – это Украина. А россиян в Украине никто не ждет. А как вам вот такой шок-контент? Ведущий на американском телевидении раскритиковал Джо Байдена в прямом эфире. Россияне даже представить такого не могут. Это нужно им пояснить. Джо Байден – это президент Америки. Практически во всех странах мира президентов выбирают. Улавливаете, да? А теперь приготовьтесь, будет сложнее. Выбирает из нескольких человек. Да-да. И часто выбирает разных, а не одного и того же. Совсем не так, как в России или Беларуси. Критика – это когда оценивают деятельность человека с выявлением ошибок или противоречий в его действиях. И когда ведущий критикует президента, он ставит под сомнение безошибочность его действий. Ужас, ужас. В России такого быть не может. Если ты критикуешь в России, ты тоже окажешься на «Т». Только не на телевидении, а в тюрьме. А те, кто должен сидеть в тюрьме, в России оказывается на телевидении. Вот такой вот парадокс. Так отработали. С кораблей пошел удар, прилет. Внутреннее российское море, Азовское. В России бушуют лесные пожары. Помимо огромных территорий леса сгорело 730 жилых домов, не считая дач. Без жилья остались 2000 человек. И это только по официальным данным. В прежние годы на помощь горящим регионам отправляли армию. Армия России, видимо, чем-то занята. И помочь своим гражданам не может. Бля, лишь бы не въебаться в кого-нибудь, сука! Вот теперь дойдет. Член Общественной палаты Воронежа Галина Кудрявцева заявила, что в пожарах виновата пятая колонна. А если быть точным, то Ходорковский и Навальный. А если еще точнее, то Навальнята. Навальнята – это, видимо, как октябрята, только нацеленные на российские пожары. Как говорится, кто сгореть в пожарах рад? Смелый навальнят отряд. Пожар раздуйте ловко, нам от Навального шифровка. Или
Только тех, кто подожгут, навальнятами зовут. Ну и так далее. Странно, что не они убили Кеннеди и Лору Пальмер. Ведь это они, Ходорковский и Навальный, могут стоять и за перевалом Дятлова, и за появлением статуй в острове Пасхи. Следователи могли бы подсуетиться и раскрыть несколько огромных дел. Ведь во всех бедах России виноваты те, кто уехал оттуда, и те, кто сидят в тюрьме. Ну а кто еще? Тем временем в России в розыск объявлен бывший участник элитарного клуба знатоков «Что, где, когда» Равшан Аскеров. Разыскивают его за то, что он реабилитировал фашизм в своем фейсбуке. Аскеров рассказал о задокументированном мародерстве маршала Жукова и его подчиненных во время Второй мировой войны. Особые приметы Равшана Аскерова: обладатель хрустальной совы, обладатель интеллекта в глазах, любит крутить волчок, а когда слышит чей-то голос, поднимает голову вверх. Он не называл войну спецоперацией, не поддерживал подвиги российских вояк, не говорил о том, что Путин герой. А ведь именно это было бы реабилитацией фашизма. Но человек за считанные дни слил в унитаз целую страну. Просто взял, уничтожил. Ее стерли с карты мира, с экономической карты мира, со спортивной карты мира. И вдруг, а почему мне должно быть тяжело? Ее уже нет. А он все еще смотрит вверх. Кстати, помните, как Путин требовал, чтобы с ним за газ рассчитывали в рублях? Со своим требованием он был послан куда подальше всеми западными лидерами. Но на неделе стало известно, что все же одна страна поддалась и будет платить рублями. Сейчас узнаем, какая. Ну, волнуюсь. Очень ответственный шаг. Итак, за газ рублями будет рассчитываться, ну, угадайте кто, ну, угадайте. Ну, конечно, Беларусь. Остался вопрос, какими рублями? Своими белорусскими или теми российскими, которые у России и одолжили? Кстати, в Беларуси в продаже появилась колбаса из зубра. А зубр, он ведь в Красной книге. И вот один белорусский блогер позвонил чиновнику и поинтересовался, а как это так может быть? На что получил фееричный ответ. Если зубр признается больным, еще какие-то там параметры, тогда он подлежит изъятию, регулированию, да. Ну, а чего хотеть-то? Белорусская демократия с больным президентом, белорусские законы с ничего не решающим парламентом и белорусские деликатесы из больных зубров. Остается пожелать белорусам приятного аппетита. Филипп Киркоров отпраздновал свои 55 лет большим концертом. И все бы ничего, вот только движение «Царьград» потребовало возбудить уголовное дело в отношении певца Филиппа Бедросовича Киркорова из-за его танца на опрокинутом кресте. Киркоров в своем инстаграме заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением. По его заявлению, все, что происходило на сцене, исключительно фантазийная история, которая ни в коем разе не имеет связи с оскорблением христианства или другой религии. Наша редакция предлагает несколько песен, которые по какой-нибудь причине могут оскорбить чувство христианина-патриота и которые следует исключить или переделать. Во-первых, необходимо исключить песню Люси Чеботиной «Солнце Монако». Зачем ей солнце Монако, когда есть Уральские горы, Золотое кольцо и Мурманская область? Пусть отдыхает в России. Гам Али и Навай «Девочка-война» переделываем в девочку спецоперацию. Нечего пугать и путать народ. Никакой войны, по мнению России, нет и не было. Далее убираем Любинку. Господину Нилетто нужно уточнить время пострелять. В кого, в чего, ну пусть объяснит. «Беги» от DJ Smash необходимо переделать. Строчка «Беги ради мамы и папы» слишком простая. Перед лирическим героем нужно ставить более важные цели. «Беги ради страны и президента».
И надо уточнить, что бежит герой не из военкомата, а в светлое будущее России, за которое нужно всем встать, как стал этот зал. Только стоя, уверенно на двух ногах, с поднятой головой можно славить свою родину. Я не разглядел, ни один из вас не встал. Когда речь идет о родине, когда речь идет о предках, об основании Российской Федерации, когда речь идет о погибших воинах, отдавших свою жизнь в любви к родине и служению, и ныне я благодарю вас за этот жест, за эту мощь. Я кланяюсь вам до пола. Ну, а кокаин здесь вообще ни при чем. Еще про песни. А грустный дэнс резко переделываем в веселый. Россия не для грустных, она для веселых людей. Опять же, кокаин здесь ни при чем. Хотя кого я обманываю? Россия для гнусных и грустных. А теперь небольшая рубрика «Репортаж недели» на Геббельс ТВ. Удивительные вещи, которые можно увидеть на российском телевидении. Необычный теленок родился в деревне Малая Гоголевка. У малыша на боку узор в виде буквы «В». Несмотря на имя, назвали его Буяном, он вполне себе мирный. Это видео нам прислала соседка местной жительницы, у которой вот такое патриотическое пополнение в хозяйстве. И теленок уже стал настоящей знаменитостью в соцсетях, где также обсуждают необычный закат в виде буквы «З». Животные с новой российской свастикой. Ну, ничего удивительного. Таких животных российская власть называет армией и ведет ее на убой в Украину. А закат буквы «З», ну, он тоже будет в Украине. Тем временем кинотеатр на Владивостоке переименовал зарубежные фильмы, чтобы обойти запрет на их прокат в России. Так «Бэтмен» стал летучей мышью, «Соник» – синим ежиком, а мультфильм «Я краснею» превратился в красную панду. Не будем загадывать, но, видимо, скоро нас ждут большие ящерицы вместо мира юрского периода, могучая кучка вместо очередных мстителей и синие человечки вместо продолжения «Аватара». Хотя могучая кучка и синие человечки, но это по факту любой концерт в поддержку Путина. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Ну а следующий логический шаг будет замена имен российских звезд на иностранные, чтобы российский шоу-бизнес мог приезжать с концертами за границу. Так Николай Басков становится Николо Басковестро и пытается втюхать песню «Николай, Николай, Мостра Лалай». Любе становится группой Lovers и поет любовно-патриотические песни про «Commander», «Father», «Commander», «My heart will go on». А Полина Гагарина становится Полина Space Woman, и поет она про «Спектакль окончен». Но только теперь эта песня не про отношения, а про российскую политику. The play is over. Наверное, большой разницы нет. Превратить США в радиоактивный пепел. Мы не вторгались в Украину. Безусловно, вызвать нашу ответную реакцию. They're not shelling apartments. They're not shelling civil objects. Не хочешь протягивать руку, протянешь ноги, старый болван. Но я считаю более реалистичным путь Третьей мировой. Но мы-то в рай. Да, меня... Они просто ждут. В Новосибирске устроили конкурс по украшению могил. Победителем стала команда из Омска, которая получила 20 тысяч рублей. Год назад в том же Новосибирске прошли соревнования по скоростному копанию могил. Тоже тогда победили омичи. Ну, есть такая привычка в России – наделять города разными статусами. Там Питер – северная столица, Иваново – город невест, ну и так далее. Ну, теперь вот будет и Омск – столица могил или столица российской армии.
И не надо теперь летать в Египет, чтобы посмотреть город мертвых на левом берегу Нила. Есть свой, поближе, на берегу Иртыша. Люди часто рассуждают, как давно Путин начал подготовку к войне. Но теперь ясно одно. В Омске давно готовятся могильные войска. Тут и на скорость могилы копать пригодится, и красоту на могилы наводить. Православный священник отец Виктор осветил сервера видеогостинга Рутюб, изгнав из них злых духов. Ага, я тебе покажу! Технические специалисты Рутюба обратили внимание священника на то, что святая вода может повредить оборудование. Отец Виктор в ответ заметил, что разбирается в технических деталях освещения серверов. Получается все. Найден лучший антивирус. Православное кадило. И антивирус Касперского заменяем на антивирус митрополита. Это, кстати, не все ноу-хау. Или, как говорят на старославянском, «гау-нау» от православной церкви. Ведь давно уже практикуется освещение космических ракет, и мало кто знает, но у российских космонавтов на бардачке приклеены иконки. Так сказать, «спаси и вознеси». Ждем воцерквления всех областей науки и техники. Недавно завод «Рено» перешел на государственную собственность, то есть был отжат. Кто там ностальгировал по 90-м? Поздравляем! А Джим и Рэкет вернулись. Теперь на заводе «Рено» планируют возродить выпуск «Москвичей». Точно по графику 3-миллионный автомобиль «Москвич» сходит с главного конвейера АЗЛК. Через боль и мучения с конвейера будут выходить беспомощные автомобили, за которыми владельцам надо будет присматривать лет 18. Постоянно вкладывать в них деньги и время, а они будут капризничать, гадить в воздух выхлопными газами, стоять в луже масла, а потом попадут в руки к другому хозяину, который их утилизирует на очередном фронте. Жестко? Как есть. Ой, поскорей. Машина-зверь, слушай. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Москвичи будут не простые и даже не золотые, а электро. Так сказал Собянин, тот, который хозяин Москвы. И вот тут вновь понадобится помощь православной церкви, потому что заряжаться эти электромосквичи будут только от энергии и благодати Господней. Оборудование для электрозарядок под санкциями. А импортозамещение может предложить только кадила и ладан. Отсюда и поговорка «Москвич на ладан держит». Надежда и вера – вот на чем будет держаться автопром России. В России разрешили выпускать автомобили без АБС и подушек безопасности. А зачем? Зачем все это надо? Во-первых, напомню, вместо подушки есть иконки. Работают по тому же принципу. При аварии бьешься в них головой и читаешь «Отче наш», если успеешь. А тормоза – это вообще придумали трусы. Вот видите как? Даже трусы что-то придумали, а россияне так и не смогли. В общем, скоро на всех дорогах будет слышен крики «Ябадабаду!». И в продолжении темы рубрика «Мы сами с усами». Пользователям стал доступен для скачивания российский магазин приложений «Наш Стор». В нем представлены более 1000 программ, сообщил разработчик платформы. Для начала надо бы импортозаместить название. Наш магазин, наш базар, наш рынок, наш ларек. Наш, а не ваш, в конце концов. Хотя, судя по новой российской свастике, они одно от другого не отличают. От фашизма до патриотизма промежуток, а там лишь Путин и латинское «Z». Проблема в российском сторе в том, что там ничего невозможно оплатить, а программы просят денежку. Это все как в жизни.
Понабрали кредитов, оплатить сейчас невозможно, потому что денег нет. А приставы эту денежку просят. Так сказать, реальная виртуальность. Олимпийские игры 26 и 28 годов не покажут в России и Беларуси. Страны не допустили к тендеру на приобретение прав для трансляции Олимпийских игр. Но в белорусское телевидение уже нашло решение. Они даже обрадовались. Говорят, что раньше платили за право трансляции сотни миллионов, а теперь ничего платить не будут, но показывать будут. Хитрые белорусские олимпийские пираты. И слоган менять надо с «быстрее, выше, сильнее» на «дешево, сердито, незаконно». А лучше еще другой слоган. «Показывай, воруй, не медали вам, а хуй». А теперь к рубрике «Перелом недели». Самые громкие переломные моменты новостной повестки на этой неделе. 3-е место по итогам недели занимает сломанное доверие. Лукашенко больше не доверяет Путину. Во время выступления Лукашенко предусмотрительно накрыл свой стаканчик крышечкой. Видимо, помнит историю про трусики Навального. Поэтому свои он не оставил на стуле, а выступил в них. Как говорится, доверяй, но накрывай. А вообще Лукашенко очень скучал на этой сходке. Он столько раз слышал про украинских фашистов 8 лет и про «своих не бросаем», что немножечко надоело. Вот видео со встречи глав ОДКБ во время речи Путина. В соседней с нами стране, на Украине, давно наблюдается разгул неонацизма, на что закрывают глаза, а значит и фактически поощряют их деятельность некоторые наши партнеры из так называемого коллективного Запада. 2-е место, извините, украинцы, что не первые, достается ЗСУ и перелому в военных действиях в Харьковской области, где были сломлены россиянские попытки удержать оборону, и украинцы перешли в контрнаступление. Дошли до госграницы и установили пограничный столб. Успехов и так далее. Пане президенте, Верховний Головнокомандувач Збройними силами України доповідає, сьогодні, 15 квітня, 227-й батальйон 127-ї бригади територіальної оборони України вийшов на рубіж і кордон, на роздільну смугу з Російською Федерацією, з країною-окупантом. Ми дійшли, пане президент, ми тут. Ось з нами прикордонник. Передаємо йому знак за нашою групою, який знак 910-1. Пане президент, ми дійшли. И 1-е место достается моей давней знакомой симпатии Машке Захаровой. Она, ой, как жаль, сломала, внимание, пальчик. Странно, что не средний. И как теперь в носу ковырять, пока вместо нее зам вещает? Как пишет сама Машка-ковыряшка, рабочий палец не задет. Есть чиновники среднего звена, а есть среднего пальца со сломанным безымянным, что тоже символично. Каждому безымянному представителю МИДа по сломанному безымянному пальцу. На этом все. И помните хорошо, долой уныние, долой! До следующей недели с Кариной.